Hello, my name is Miles Robinson. I am an American, and this is my grandfather. He fought in World War II for the British Army. We are celebrating the victory over fascism in 1945, 80 years ago. And this is a worthy cause to be celebrating, no matter what the political situation, the political climate, and even more so today, given the danger that we have of repeating the events that led to World War II. So I encourage everybody to join with us here for the Immortal Regiment March in Natick. День Победы. Very much. Yes, thank you. Здравствуйте, я хочу вам рассказать о своем дедушке. Старший родной брат моего деда, Ефремов Николай Николаевич, мобилизован в 1942 году, родился в городе Грозном, призван в Ставрополе, ушел на фронт 18-летним мальчуганом, погиб в боях за Ригу в 1943 году, ему было 19 лет. Поскольку он был таким молодым, у него не было ни детей, ни жены, и вот в этом году я решил поменять свою фамилию и взять его отчество, поэтому с этого года я себя именую как Ефремов Ричард Николаевич, чтобы почтить память его, своего дорогого. А вы выросли где? Я вырос в Москве. Я москвич сам по себе. То есть вы недавно в Америке? Уже 10 лет. Я приехал сюда в 14-летнем возрасте, но уже здесь 10 лет нахожусь. А почему вас эта история так тронула? И почему вы об этом помните? Вы же совсем молодой. Ну, знаете, нужно всегда помнить память героев, которые не вернулись оттуда. Их подвиг должен жить через наши поступки. Можно? Все, можно, да. Степан Пилипович Головин, мой прадедушка. Он был капитан-командир батареи на Ленинградском фронте. Окончил войну полностью. Прошел всю войну. Да, всю войну прошел. Сколько ему лет было? Ему было... Он родился в 1907 году. В 1907 году и ушел в 1939-м, 1940-м, в каком? Да, ушел с начала войны и полностью ее прошел. Начал на Ленинградском фронте. А после войны куда вернулся? После войны он работал... Он вернулся домой в Тулу и работал на шахте. Работал на шахте. То есть он умер во сколько? Сколько ему было? Он умер в 1965 году. В Туле? Да, в Туле. У него есть дети? Это ваш дедушка, да? Моя бабушка, моего папы, мама. Понятно. То есть у него есть дети, внуки, Да. род продолжился. У нас есть родственники в Москве, и они ездили на его могилу вот вчера. Вы знаете, где его могила? Да. Он не был ранен? Нет. Он прошел полностью войну, был командиром батареи артиллерии. Я горжусь им. И вам есть чем гордиться? Да. Вам есть кого брать пример? Да. Куда идти Да. и как жить? Спасибо, что вы поделились. Спасибо большое. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Здравствуйте! С праздником Великой Победы! Это мой родной дед. Черский Андрей Васильевич был призван в 1941 году, в сентябре месяце, в Ростове-на-Дону. Дошел до Баварии. В 1945 году, 19 марта, погиб. В Германии погиб в 1945 году. Немножечко. Должности старшей гвардии майор. Сколько ему было лет? Ему было 43 года. Но 7 детей. Бабушка осталась одна. С детками. Да, без деда. Здравствуйте и всех с великим праздником Победы! Пару слов о моем родном дедушке. Богатырев Николай Петрович. Прошел всю войну от первого до последнего дня. Летчик, командир эскадрильи. К
сожалению, о войне рассказывать любил не очень. Ушел в 1976 году и, к сожалению, очень много потерял своих друзей. Может быть, поэтому ему было так больно об этом говорить. В самый первый день войны они уже имели боевые вылеты в Румынию, в Констанцию, Плиешты. И его самый близкий друг погиб в самый первый день войны, в самый первый день защиты нашей Родины. Защищал Украину. Сейчас лежит в земле Херсона. Очень много было боевых вылетов, но и он не кавалер, но он получил орден боевого красного знамени, что, в общем-то, просто так тоже не вручался. И опять-таки свои подвиги всегда считал просто обычной работой. И всегда считал, что все женщины и дети, которые их ждали, вынесли гораздо большую ношу, чем те, которые их защищали. Он говорил, мы мужчины, и мы просто делали нашу работу. И низким за это поклон, за то, что мы сейчас живы, за то, что мы сейчас здесь и можем наслаждаться сегодняшним днем. Это мой папа, Деникин Михаил Олимпович. Он пошел на войну, когда ему было еще только 18 лет. И он прошел через Украину, через Пруссию Восточную, до самой Балтики. И он был водителем грузовика в 886-м отдельном саперном батальоне. И перевозил мины и взрывчатые вещества под огнем противника. И за это он был награжден медалью за отвагу. И он прожил он призывался из Казахстана и прожил всю жизнь там, в Казахстане. У него 4 детей. Мой брат Владимир, я Наталья, мой брат Михаил и Николай. Они сейчас, он в Казахстане, Николай живет, Михаил в России, я здесь. И мы, конечно, помним все это, благодарим его очень сильно. Он был очень хороший, добрый человек, его люди все любили, которые жили рядом с ним. Вы его помните? Я его помню, мне было 19 лет, когда он умер. Ему было всего 52 года. Он похоронен в Казахстане. Да, похоронен в Казахстане. Спасибо большое. И еще у меня есть дедушка Колесников Алексей Михайлович. Он сражался тоже против фашистов, но он был убит на Украине, сейчас это Луганская область. И похоронен в поселке Петровка. В Луганской области. В Луганской области. Ему было 35 лет. Совсем молодой. 4 детей осталось. Бабушка одна их поднимала. Да, она тоже умерла, потом ей было 50 с чем-то лет. И моя мама и ее 3 братья и сестры жили сами, считай. Да? Маленького возраста. Маленькие, да, совсем маленькие были. Скитались, наверное, Да, голодали. конечно, очень тяжело было. Мы, конечно, помним и благодарим все и за это спасибо. И спасибо, что вы организовали это. Это Кириллу спасибо. И это все Кирилл. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Спасибо. С праздником 9 мая. На фотографии моя бабушка и дедушка. Степин Петр Иванович, я не знаю в каком звании, но от Москвы прошел до самого Берлина, практически без одного ранения, имел одну маленькую контузию. Весну 45-го года встретил в Берлине. Бабушка работница тыла Степина Ольга Петровна. Дорогие друзья, дожили все до глубокого возраста, до 90 лет. И дедушка, и бабушка похоронены в Москве, жили хорошей жизнью, трудолюбивой, трудились практически до конца своей жизни. Ну, пожалуй, все, что я могу сказать о своих предках. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Спасибо.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.